Эта история произошла в далеком 41 году на острове Куприянного, в штате Аляска. Это спокойное и мирное место стало сюжетом для этого удивительного события. Один мужчина по имени Михаил занимался добычей золота вдоль небольшой реки. На пути он заметил, что среди деревьев кто-то есть. Страх мгновенно завладел его телом и разумом. Михаил увидел огромного волка, но присмотревшись получше, стало понятно, что животное попало в капкан браконьеров. Осмелившись подойти поближе, Михаил понял, что волк оказался на самом деле волчицей. Это было видно по ее набухшим соскам. Золотоискатель предположил, что где-то недалеко должен находиться выводок волчат, ожидающий свою мать. Мужчина не осмелился освободить хищницу и решил сначала отыскать волчат. К счастью, на снегу все еще были видны следы волчицы. Михаил пошел по ним и, пройдя некоторое расстояние, следов на снегу стало значительно больше. Наконец, в кустах он увидел волчью нору. Подбежав к ней, Михаил надеялся, что волчата еще живы и его надежды оправдались. Все малыши оказались здоровы и невредимы. По ним было видно, что они очень голодны. Золотоискатель быстро засунул малышей в сумку и понес туда, где лежала их мать. Когда мужчина приблизился к волчице, она внезапно завыла, почуяв запах своих детей. Михаил отпустил сумку с волчатами на снег, и они кинулись к своей матери, жадно сосать ее молоко. Ситуация постепенно изменялась к худшему. Капкан каждый раз все сильнее впивался в лапу зверя. Рана становилась все глубже. Волчица не доверяла человеку, и при каждом его приближении угрожающе рычала. Михаил вспомнил, что на его пути встречался мертвый олень. Он вернулся в то место и через некоторое время стал кормить пленницу, бросая ей куски мяса. Начинало смеркаться, и Михаил решил переночевать рядом с волчьей семьей. Он срезал несколько веток и соорудил себе укрытие. Наутро Михаила разбудили волчата. Они нюхали его, лизали лицо и руки. Волчица все еще была настроена враждебно, поэтому было необходимо завоевать ее доверие, чтобы вытащить животное из ловушки. Ему приходилось разговаривать с ней, кидать еду и играть с волчатами у нее на глазах. Шел к концу уже второй день. Наконец мужчина заметил, что хищница начала вилять хвостом. На рассвете третьего дня он проснулся от повизгивания щенков, сосущих молоко. Михаил подошел, наклонился и погладил волчат. Их мать уже спокойно смотрела на это. Тогда мужчина мягко положил руку на застрявшую в капкане лапу и силой нажал на капкан. Ловушка открылась, хищница быстро выскочила и захромала. Но вместо того, чтобы скрыться с волчатами в лесу, она вдруг начала приближаться к мужчине, опустив голову перед ним, будто выражая благодарность. В этот момент золотоискатель понял, что настал момент оставить волчицу с ее детьми, и пошел в другую сторону. Пройдя несколько метров, Михаил все еще видел, что спасенная семья смотрит ему вслед. С тех пор прошло 5 лет. Многое произошло за эти годы, но жизнь повернулась так, что мужчина снова вернулся на остров. Здесь воспоминания о прошлом вернулись к нему, и золотоискатель решил посетить то место, где все тогда произошло. На своем пути он стал свидетелем чего-то еще более неожиданным. Волчий вой раздался с вершины холма. Михаил смог разглядеть медленно приближающийся к нему темный силуэт. Это был волк. Дрожь пробежала по его телу, но он понял, что животное кажется ему очень знакомым. Это была та самая волчица. Она встала в 10 метрах от него и завиляла хвостом. Затем развернулась и громко завыла. Мужчину ожидал еще один сюрприз. На соседнюю вершину вышла группа волков. «Наверное, это ее дети», — подумал Михаил. Волчица еще немного постояла и направилась к своим сородичам. С тех пор наш герой больше никогда их не видел, но всегда, когда слышал волчий вой, он вспоминал о произошедшем с ним с теплотой. Этот случай навсегда остался в его сердце. Эта удивительная история доказывает, что дружба между человеком и диким животным все-таки возможна. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.